На протяжении всей истории человечества пророчества играли особую роль в формировании общественного сознания и культуры. Люди всегда доверяли пророчествам. Они находили в пророчествах ответы на вопросы о будущем и смысле происходящего. Это доверие глубоко укоренилось в человеческой психике и прослеживается во всех культурах и эпохах. От древних оракулов Дельф до современных предсказателей. Давайте рассмотрим, что же собой представляет пророчество. По сути, это особая форма информации о будущем, полученная нетрадиционным путем. Пророчество– это видение наиболее вероятного развития событий, воспринимаемое особо чувствительными людьми через интуитивные каналы. В отличие от аналитических прогнозов, основанных на логических выводах из существующих данных, пророчества часто возникают как целостное восприятие будущего паттерна событий. Пророчество можно рассматривать как уникальный феномен взаимодействия трех ключевых элементов – информации, коллективного сознания и энергетических потоков. Эта триада образует динамическую систему, где каждый элемент влияет на остальные, создавая эффект самоподдерживающегося цикла. Современные исследования в области квантовой физики и нейронауки предлагают интересный взгляд на природу пророчеств. Согласно квантовой теории, будущее существует в виде спектра вероятностей, а не предопределенной линии событий. Люди с истинным телепатическим даром могут обладать способностью интуитивно улавливать наиболее вероятные варианты из этого спектра, подобно тому, как квантовый наблюдатель взаимодействует с квантовой системой. Когда пророчество артикулируется и распространяется, оно становится частью коллективного информационного поля. Люди, воспринимающие это пророчество, формируют с ним эмоциональную и когнитивную связь. Каждый акт внимания к пророчеству можно рассматривать как микроскопический вклад энергии в общий информационный паттерн, усиливающий его потенциал к реализации. Психологи и социологи давно отметили феномен самоисполняющихся пророчеств. Как писал социолог Уильям Томас, если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям. Массовая вера в предсказания может подсознательно направлять коллективные и индивидуальные действия к реализации предсказанного сценария. Таким образом, пророчества представляют собой не просто пассивные прогнозы, а активные информационно-энергетические конструкты, способные влиять на вероятностную структуру будущего через механизмы коллективного сознания и психологии масс. В этом контексте информация и энергия действительно проявляются как две стороны одной медали, взаимно трансформируясь и влияя на материальную реальность. Ясновидящий или телепат– это личность с исключительным даром восприятия, выходящим за пределы обычных сенсорных каналов. По своей сути, ясновидящий представляет собой человека, наделенного высочайшей степенью эмпатии, переходящей в телепатические способности. Это не просто чувствительность к эмоциям окружающих, а глубинная способность устанавливать прямую информационную связь с другими сознаниями и информационными структурами Вселенной. Выдающийся нейробиолог Алан Шор, исследуя природу телепатических способностей, пришел к важному выводу. Такой дар невозможно развить во взрослом возрасте, поскольку его фундамент закладывается на самых ранних стадиях нейронального развития. Формирование особых нейронных связей в период, когда мозг наиболее пластичен, создает уникальную архитектуру восприятия, недоступную для большинства людей. Механизм ясновидения можно описать как процесс, при котором телепат буквально прокладывает интуитивный мост между своим правым полушарием мозга, отвечающим за целостное образное восприятие, и информационным объектом в пространстве или другим разумом.
Это не метафора, а реальный энергоинформационный процесс, имеющий квантовую природу. Принимая во внимание современное понимание Вселенной как живого организма сознания, где информация является фундаментальной составляющей реальности, истинное предвидение можно рассматривать как телепатическое считывание вероятностных паттернов из квантового информационного поля. Ясновидящий, благодаря своим уникальным нейрофизиологическим особенностям, способен воспринимать не только настоящее, но и наиболее вероятные линии развития событий, подобно квантовому наблюдателю, улавливающему одну из множества вероятностных волн будущего. В этом контексте процесс предвидения напоминает квантовое сканирование. Провидец улавливает сигналы из глобального информационного поля, обрабатывает их через призму своего уникального восприятия и интерпретирует в форме целостного предсказания, доступного для понимания. Это не гадание и не случайная догадка, а особая форма прямого информационного взаимодействия с вероятностной структурой мироздания. Когда ясновидящий формулирует пророчество, начинается удивительный процесс его распространения в коллективном информационном поле человечества. Подобно камню, брошенному в воду, пророчество создает волны, расходящиеся по океану сознания. Этот процесс имеет свои исторические трансформации и глубинные закономерности. В древних цивилизациях пророчества передавались через священные ритуалы, устные предания и мистерии, доступные лишь посвященным. Храмы оракулов в Дельфах, вавилонские звездочеты и египетские жрецы были первыми трансляторами правительских посланий. Позже появились священные тексты и манускрипты, фиксирующие пророчество в символической форме, часто закодированной в метафорах и аллегориях. Средневековье принесло распространение пророчеств через религиозные институты и тайные общества, а изобретение книгопечатания создало принципиально новую динамику их распространения. Как отмечал историк коммуникаций Маршалл Маклюэн, средство коммуникации само по себе есть сообщение. Способ передачи пророчества неизбежно влияет на его восприятие и силу воздействия. В современном мире пророчество транслируется через сложную экосистему информационных каналов, традиционные СМИ, интернет-порталы, социальные сети, мессенджеры и стриминговые платформы. Эта многоканальность создает эффект резонанса, когда пророчество одновременно достигает миллионов сознаний, формируя мощный коллективный отклик. Психолог Карл Густав Юнг писал об этом процессе так: «Коллективное бессознательное не развивается индивидуально, а наследуется. Оно состоит из предсуществующих форм, архетипов, которые лишь вторично становятся осознаваемыми и придают содержанием сознания четко очерченную форму». Пророчество, резонирующее с архетипическими структурами, получает дополнительную силу благодаря этой связи с глубинными слоями психики. Цифровая эпоха создала уникальные условия для распространения пророчеств. Вирусность контента, алгоритмическое усиление и глобальный охват аудитории позволяют пророческим посланиям достигать беспрецедентного масштаба воздействия. Пророчество становится доступным массовому сознанию практически мгновенно, создавая мощный информационный паттерн, который начинает жить собственной жизнью в коллективном информационном поле. Философ и антрополог Пьер Тейяр де Шарден предвидел это явление, когда писал: «Эволюция – это восхождение к сознанию. Следовательно, она не может продолжаться иначе, как через рост сознания». В этом контексте распространение пророчества можно рассматривать как важный механизм эволюции коллективного сознания человечества, создающий новые связи в глобальной ноосфере. Когда пророчество входит в сферу общественного внимания, то запускается удивительный процесс коллективного восприятия и принятия.
Люди, сталкивающиеся с пророческим посланием, вступают с ним в сложное взаимодействие неосознанно или намеренно, включая его в свою картину мира. Этот акт восприятия становится своего рода негласным договором с будущим, заключенным в форме пророчества. Выдающийся психолог Карл Густав Юнг детально исследовал этот механизм, введя концепцию коллективного бессознательного глубинного слоя психики, содержащего унаследованные паттерны мышления, восприятия и поведения, общие для всего человечества. Эти архетипические структуры действуют как резонаторы, усиливающие пророческие послания, совпадающие с их внутренней логикой. Коллективное бессознательное является частью психики, которая может быть отделена от личного бессознательного тем фактом, что оно не обязано своим существованием личному опыту, а является врожденным, писал Юнг, в то время как личное бессознательное состоит в основном из содержаний, которые в какой-то момент были осознанными, но исчезли из сознания, будучи забытыми или подавленными. Содержания коллективного бессознательного никогда не были в сознании и, следовательно, никогда не были приобретены индивидуально. Каждый человек, воспринимающий пророчество, независимо от степени своей веры в него, вносит вклад в общее энергоинформационное поле. Даже скептическое внимание – это внимание, направляющее часть ментальной энергии на предсказание. Как отмечал физик и философ Дэвид Бом, мысль создает наш мир, а затем говорит «я его не создавала». Этот принцип наглядно иллюстрирует, как коллективное внимание может незаметно для самих участников процесса формировать будущую реальность. Социолог Эмиль Дюркгейм, описывая феномен коллективных представлений, подчеркивал: коллективные представления – это результат огромного сотрудничества, которое простирается не только в пространстве, но и во времени. Их создание потребовало множества различных умов, собравшихся вместе, смешивающих, комбинирующих, изменяющих и перерабатывающих свои идеи и чувства, накапливающих свой опыт и знания. Пророчество, таким образом, становится особой формой коллективного представления, аккумулирующего энергию коллективного внимания. В процессе этого аккумулирования создается критическая масса сознания, где каждый акт принятия или отвержения пророчества можно рассматривать как своеобразный квант согласия, влияющий на вероятностную структуру будущего. Ноэтические науки, изучающие влияние сознания на материальную реальность, показывают, что коллективное внимание может создавать статистически значимые отклонения от случайных процессов, что косвенно подтверждает реальность такого влияния. Футуролог и философ Барбара Маркс Хаббард точно выразила эту мысль. Мы – эволюционирующие сознания в самоорганизующейся Вселенной. Наши коллективные выборы и намерения влияют на траекторию нашего развития. В контексте пророчества это означает, что массовое принятие предсказания становится своего рода коллективным решением, направляющим поток событий в русло предсказанного сценария. На передовом крае современной физики возникает революционное понимание фундаментальной природы реальности, где информация и энергия представляют собой две стороны одной медали. Эта парадигма открывает новый взгляд на древнюю интуицию о способности человеческого сознания влиять на материальный мир через концентрацию внимания. Выдающийся физик-теоретик Джон Арчибальд Уиллер, сотрудничавший с Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором, сформулировал поразительный принцип «it from bit» – это из бита, предполагающий информационную природу физической реальности. Каждый предмет и событие физического мира имеет в своей основе нематериальный источник и объяснение. То, что мы называем реальностью, вырастает из постановки вопросов «да-нет» и регистрации ответов на эти вопросы оборудованием, вызывающим эти ответы. Короче говоря,
Все физические вещи в своей основе являются информационно-теоретическими, и Вселенная – это участвующая Вселенная, писал Уиллер. Этот фундаментальный принцип получил дальнейшее развитие в работах физика Дэвида Бома, который рассматривал Вселенную как голографическую информационную структуру. По словам Бома, то, что мы воспринимаем как физическую реальность, на самом деле является своего рода иллюзией, подобной голографическому изображению. Скрытое за ней лежит более глубокий порядок существования, более фундаментальный уровень реальности, из которого все объекты и явления нашего физического мира формируются и разворачиваются. Когда множество людей синхронно фокусируют внимание на одной идее или пророчестве, возникает феномен когерентности, согласованного состояния множества сознаний. Нейрофизиолог Карл Прибрам, разрабатывая голографическую модель мозга, отмечал: мозг не столько хранит образы прошлого, сколько модели мира и программы для их воссоздания. Память работает подобно голограмме. Экстраполируя эту модель на коллективное сознание, можно представить формирование голографического паттерна коллективного внимания, способного взаимодействовать с квантовым информационным полем. Исследователь сознания Лин Мактаггарт, изучая эффекты намерения в контролируемых экспериментах, пришла к выводу: когда мы фокусируем наше внимание, мы не просто отражаем реальность, мы создаем ее. Намерение выходит за пределы нашего тела и влияет на внешний мир. Ее многолетние исследования показывают статистически значимые результаты влияния коллективного намерения на физические системы. В контексте пророчеств этот механизм приобретает особое значение. Массовое внимание к конкретному предсказанию создает мощный когерентный информационный паттерн, который через квантовые корреляции может влиять на вероятностную структуру будущих событий. Известный физик и космолог Фримен Дайсон точно выразил эту мысль. Разум и информация неразрывно связаны с физической Вселенной. Возможно, разум – это не только пассивный продукт физической эволюции, но и активный участник в процессе создания Вселенной. Таким образом, коллективное внимание к пророчеству можно рассматривать как особую форму квантового наблюдения, смещающего вероятностные волны в пользу предсказанного сценария. Это не противоречит физическим законам, а расширяет их понимание, включая сознание как активный фактор в уравнении реальности. В динамике распространения и реализации пророчеств существует фундаментальный переломный момент. Это достижение критической массы коллективного внимания. Этот порог представляет собой точку бифуркации, после которой информационный паттерн приобретает достаточную энергетическую насыщенность для активного влияния на материальную реальность, переходя из потенциального состояния в актуализированное. Революционная концепция морфических полей, разработанная выдающимся биологом Рупертом Шелдрейком, предлагает научную модель для понимания этого процесса. Шелдрейк постулирует существование нематериальных информационных структур, которые формируются коллективными паттернами и влияют на физические процессы через резонансное взаимодействие. Морфические поля содержат в себе нечто похожее на коллективную память группы. Каждый представитель вида черпает из этой памяти и вносит в нее свой вклад, утверждает Шелдрейк в своей работе «Новая наука жизни». В контексте пророчеств эта концепция обретает особую значимость. Когда достаточное количество людей принимает и интегрирует пророчество в свою картину мира, формируется специфическое морфическое поле. Своеобразная информационная матрица будущих событий. Каждый новый человек, обращающий внимание на пророчество, усиливает это поле, добавляя свой квант энергии внимания к коллективному резервуару. Современная квантовая физика предлагает дополнительное обоснование этого процесса через концепцию квантовой запутанности и нелокальных связей.
Физик Дэвид Бом описывал реальность как голодвижение, неразрывное целое, где каждая часть содержит информацию о целом. В такой модели мировоззрения коллективное сознание, достигшее критической массы, способно влиять на вероятностные волны квантовых событий, смещая их в сторону предсказанного сценария. Эксперименты Принстонской лаборатории аномальных исследований (ПИАР) и последующие работы глобальной сети сознания (GCP) документально подтвердили статистически значимые корреляции между состояниями коллективного сознания и поведением физических генераторов случайных чисел. Эти результаты предполагают, что согласованное внимание множества людей действительно может влиять на вероятностные процессы, что служит эмпирическим подтверждением теоретической модели материализации пророчеств. Физик и исследователь сознания Томас Кэмпбелл предложил концепцию реальности как виртуальной системы, основанной на информации, где сознание является фундаментальным элементом. По его теории, коллективное внимание создает информационную плотность, которая при достижении определенного порога способна перестраивать вероятностную структуру виртуальной реальности, делая одни события более вероятными, чем другие. Таким образом, материализация пророчества через достижение критической массы внимания может быть описана как квантово-информационный процесс, при котором коллективный фокус многих сознаний создает когерентный паттерн, способный взаимодействовать с вероятностной структурой будущего. Это не мистика, а естественный механизм взаимодействия информации, сознания и материи в целостной системе мироздания. Самоисполняющееся пророчество, когда предсказания формируют реальность. Удивительный феномен самоисполняющихся пророчеств представляет собой мост между субъективным миром человеческих ожиданий и объективной реальностью социальных процессов. Этот механизм находит строгое научное обоснование в фундаментальных работах социологов и психологов XX века, демонстрируя, как коллективные верования могут материализоваться в физической реальности через цепочки поведенческих реакций. Выдающийся американский социолог Роберт Кинг Мертон в своей знаменитой работе 1948 года «Самоисполняющееся пророчество» первым систематически описал этот феномен, определив его как процесс, при котором изначально ложное определение ситуации вызывает новое поведение, которое делает первоначально ложное представление истинным. Развивая эту концепцию, Мертон сформулировал ключевой принцип социальной динамики. Публичное определение ситуации становится интегральной частью самой ситуации и влияет на последующие события. Пророчество о событиях становится частью условий, вызывающих эти события. Классическим примером, который приводил Мертон, был случай банковской паники. Когда распространяется слух о нестабильности банка, вкладчики массово изымают депозиты, что действительно приводит к крушению даже изначально здорового финансового учреждения. В этом случае коллективное верование создает реальность, которой изначально не существовало. Психолог Роберт Розенталь расширил понимание этого механизма через знаменитые эксперименты эффекта Пигмалиона, продемонстрировав, как ожидания учителей влияют на фактические достижения учеников. Когда мы ожидаем определенного поведения от других, мы бессознательно действуем таким образом, что делаем ожидаемое поведение более вероятным, отмечал Розенталь. Эти исследования показали, что даже невербальные сигналы и микроэкспрессии могут транслировать наши ожидания и влиять на поведение окружающих. Нейробиолог Антонио Дамасио, изучая связь эмоций и принятия решений, обнаружил, что наши ожидания формируют соматические маркеры, телесные сигналы, направляющие выбор даже до осознанного анализа ситуации. Разум не отделен от тела, утверждает Дамасио.
Наши ожидания и верования создают физиологические состояния, которые предрасполагают нас к определенным действиям. Таким образом, коллективная вера в пророчество буквально воплощается в миллионах телесных реакций, подталкивающих людей к поведению, согласующемуся с предсказанием. Современные исследования в области социальной психологии и поведенческой экономики, проведенные Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски, углубили понимание того, как когнитивные искажения и эвристики влияют на восприятие и принятие решений. Люди склонны искать информацию, подтверждающую их существующие верования, и игнорировать противоречащие данные, отмечал Канеман, описывая предвзятость подтверждения. Этот механизм усиливает эффект самоисполняющихся пророчеств, создавая избирательную фильтрацию реальности в пользу ожидаемого исхода. Таким образом, самоисполняющиеся пророчества представляют собой не мистический, а вполне рациональный психосоциальный механизм, через который коллективные верования приобретают силу формировать материальную реальность. В контексте пророчеств этот феномен демонстрирует, как информационные структуры, принятые коллективным сознанием, могут трансформироваться в физические события через согласованные паттерны человеческого поведения, создавая удивительный мост между миром идей и миром материальных явлений. С точки зрения квантовой теории, наблюдатель неразрывно связан с наблюдаемым явлением, трансформируя само пространство возможностей своим актом наблюдения. Этот фундаментальный принцип, открытый физиками XX века, проявляется не только на микроуровне элементарных частиц, но и на макроуровне социальных и исторических процессов. Когда миллионы людей наблюдают за потенциальным будущим через призму пророчества, они формируют своеобразное поле коллективного внимания, способное смещать вероятностное распределение возможных исходов, усиливая шансы предсказанного варианта. Однако в этой квантовой модели пророчеств существует принципиально важный механизм противодействия предопределенности – сила несогласия и свободная воля. Человек или группа людей с выдающейся силой воли и осознанным намерением могут создавать мощный противовес коллективному полю прогнозируемого будущего, буквально взламывая матрицу пророчества. Драматический пример такого противостояния демонстрирует современная Украина, уже более 3 столетий ведущая борьбу за свою свободу от колониальной политики сначала Московии, а теперь Российской Федерации. Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение, мировые медиа, политические аналитики и военные эксперты практически единогласно транслировали пророчество: Киев падет за 3 дня. Это не просто было прогнозом, это стало массовым информационным паттерном, формирующим коллективное ожидание неизбежного исхода. Украина – страна значительно меньшая по территории, населению и военному потенциалу. По всем рациональным расчетам должна была подчиниться этому пророчеству. Однако произошло экстраординарное событие квантового масштаба. Коллективная воля украинского народа сформировала альтернативное поле возможностей, основанное на категорическом несогласии с предписанным сценарием. Это несогласие проистекало из глубинного понимания экзистенциальной угрозы. Целью агрессора было не просто изменение политического курса, а полное уничтожение украинской государственности и национальной идентичности. В таких условиях принятие пророчества о неизбежном поражении означало бы согласие на национальное небытие. Поразительным образом Украина не только выстояла в первые критические дни и недели, но и продолжает свою оборону уже 4-й год, наращивая военный потенциал и трансформируя глобальное геополитическое пространство. Это стало возможным благодаря коллективному отказу принять навязываемый информационный паттерн, несмотря на его массовое распространение в глобальном информационном поле.
Особенно значимым аспектом этого противостояния является сопротивление информационно-психологическим операциям противника, которые можно рассматривать как современную форму магических ритуалов, целенаправленных действий по формированию определенного информационного поля, призванного деморализовать и подчинить волю украинского народа. Эти операции включают массированную пропаганду, манипуляции с историческими и культурными символами, создание искаженных нарративов и демонизацию противника. Весь арсенал техник, направленных на формирование заданного информационного паттерна в коллективном сознании. Филипп Зимбардо, известный психолог, изучавший механизмы сопротивления деструктивному социальному влиянию, отмечал: героизм – это не отсутствие страха, а способность действовать вопреки страху, когда высшие ценности требуют этого. Именно такой коллективный героизм демонстрирует украинское общество, отказываясь принимать навязываемый пророческий сценарий своего исчезновения. Таким образом, пророчество можно рассматривать как особый механизм взаимодействия коллективного сознания с вероятностной структурой будущего, где информация, внимание и энергия сливаются в единое целое, формируя реальность в соответствии с предсказанным паттерном. Однако сила свободной воли и осознанного несогласия создает альтернативные квантовые поля возможностей, способные противостоять даже самым мощным пророческим информационным конструкциям. Это демонстрирует не иллюзорность, а именно вероятностную природу пророчеств, подчеркивая, что будущее – это не фиксированная линия, а живое поле возможностей, формируемое коллективным выбором и волей. Дорогие друзья, завершая наше путешествие в удивительный мир пророчеств, хочу обратиться к каждому из вас не просто как к зрителям, но как к активным творцам реальности, в которой мы все живем. Помните, каждая мысль, каждое внимание, каждое ваше решение обладает силой, способной изменить ход событий. Вы не пассивные наблюдатели предначертанной судьбы, а квантовые творцы, формирующие поле возможностей своим выбором. Когда вы сталкиваетесь с неизбежными пророчествами, помните об удивительной силе несогласия и свободной воли. История полна примеров того, как люди, отказавшиеся принять предписанное будущее, творили невозможное и меняли ход событий. Будьте внимательны к информационным паттернам, которые вы принимаете в свою картину мира. Осознанно выбирайте, каким предсказаниям давать энергию своего внимания, ведь в этом выборе ваша подлинная сила. Идите вперед с открытым сердцем и ясным разумом, зная, что будущее – это не книга, которую нужно прочесть, а чистый холст, ожидающий ваших творческих прикосновений. И помните, даже самое могущественное пророчество бессильно перед коллективной волей людей, объединенных верой в свой путь. Творите свое будущее смело и ответственно, с благодарностью и верой в вашу созидательную силу.